Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. Сегодня я бы вам хотел рассказать о знаменитейшем динозавре, о ящере, о котором знают все от мала до велика, о тираннозавре Рексе. Но не только о самом тираннозавре, но и о его, если угодно, семье, о том, откуда этот ящер появился, как выглядели его далекие предки и, собственно, что нам на текущий момент известно об этом самом короле динозавров. Итак, начнем, как говорится, сначала. И для этого выясним, кто же был самым древним родственником тираннозавра. Судя по научным данным, наиболее древним можно считать динозавра по имени Илиазух, которого обнаружили в Англии, и жил он примерно 166 миллионов лет назад. Он был совсем небольшого роста, длиной всего 1,5 метра, бегал на 2 ногах. Передние лапки у него были достаточно развитые и достаточно крупные. Мордашка совсем небольшая. Разумеется, он был хищником и охотился на какую-нибудь небольшую дичь сродни ящерицам или каким-нибудь первоптицам. Но постепенно древо тираннозавров развивалось, и появлялись все новые и новые потомки, которые были гораздо крупнее и своеобразней. Вот, скажем, некоторые китайские собратья тираннозавра обладали своеобразными гребнями на носу. Вот, скажем, ящер Гуанлонг. У него на носу был такой крупный гребешок, торчащий назад. И, конечно же, большой вопрос возникает, для чего подобные гребни могли им пригодиться. Скорее всего, для привлечения самок. Скорее всего, динозаврики очень любили самцов с красивыми крупными гребнями. Каких мы еще знаем родственников тираннозавра? Некоторые из них жили даже на территории России. Скажем, примерно 160 миллионов лет назад в Красноярском крае обитал динозавр по имени Келеск. Если быть точнее, то Келескус аристотокус, что переводится как «благородная ящерица». Возникает в первую очередь вопрос, что же такого благородного в этом ящере? Конечно же, его происхождение, то, что он предок знаменитого короля динозавров. Сам по себе Келеск был похож на китайского Гуанлонга, длиной был где-то 5 метров, высотой, 1,5 метра, и вполне возможно, что на носу носил он тоже симпатичный гребешочек. Но почему вполне возможно? Это дело в том, что в отличие от китайского брата, от которого известен почти что полный скелет, от Келеска нашли всего лишь несколько фрагментов костей. А именно, кусок верхней челюсти, причем такой какой-то пожеванный, дырявый, как швейцарский сыр, один верхний палец и фрагмент нижней конечности. Все. Вот эти кости были найдены и названы Келескус аристотокус. Но по ним палеонтологи смогли установить, что это был за динозавр, чей родственник, какого размера, как примерно выглядел, на кого охотился. Но вот про гребень, к сожалению, точно ничего сказать не можем. Но, скорее всего, был. Кстати, на кого охотился? Да, скорее всего, на стегозавров, динозавров которых тоже знают многие. Это ящеры, покрытые многочисленными пластинами на спине и с шипами на хвосте. И, кстати говоря, у нас в России, в Красноярском крае, действительно были найдены остатки стегозавров. Так что это вполне возможно. Что же, кого мы еще знаем среди родственников тираннозавра? Самых разных ящеров. Некоторые из них были уже достаточно крупные, длиной под 8 метров. Другие не особо, длиной 5 метров, 4 метра. Были с вытянутой мордашкой, были с довольно короткой, мощной мордой. Но у всех у них, по сравнению с их потомком тираннозавром, были достаточно сильно развиты передние лапы. Скажем, узбекский ящер по имени Тимур-Ленге обладал достаточно удлиненной мордой, достаточно узкой и мощными передними лапами, которые он мог использовать во время охоты. Или ганчжоузавр, как вы, наверное, догадались по его названию, найден он был в Китае. Этого ящера вообще в шутку прозвали буратинозавр, потому что у него был невероятно длинный нос, что подсказывает, что, возможно, он предпочитал больше рыбу, чем других динозавров. Кого еще назовем? Литронекс, скажем. Этот ящер уже вполне походил на тираннозавра Рекса. У него была довольно короткая морда, довольно маленькие передние лапки с 2 пальчиками, но при этом по размеру он, конечно же, тираннозавру еще сильно уступал. Длиной был не более 7 метров. Но постепенно мы видим, что в семействе тираннозавров с каждым разом появляются все более и более крупные особи. Они специализируются и становятся все более крупными хищниками и таким образом занимают вершину пищевой цепи. И, конечно же, можно сказать, самым последним звеном в этой цепи, ящером, достигшим максимальной приспособленности к поеданию крупной добычи, является сам знаменитый тираннозавр Рекс.
Как, собственно, переводится название этого ящера? Тираннозавр. Конечно же, ящер-тиран, а рекс – это король. То есть, действительно, мы видим, что перед нами такой королевский ящер. Ящер, способный одолеть любого на своем пути. И многие считают, что это один из самых крупных хищников, которые бродили когда-либо по земле. Но разве что с ними могли поспорить спинозавры, по некоторым оценкам достигавшие 15 метров длины. Вот само по себе название тираннозавр на самом деле могло бы вовсе никогда не закрепиться за этим животным. Дело в том, что в науке существует правило приоритета. Если несколько ученых описывают одни и те же кости, скажем, динозавров разными именами, то потом выбирают самое первое описание, что, в общем-то, довольно логично. И вот случилась такая интересная история с тираннозавром Рексом. Генри Осборн в 1905 году описал животное тираннозавр Рекс. И, собственно говоря, на протяжении практически 50 лет все знали тираннозавра, он уже стал известен широкой публике, его стали даже в художественной литературе восхвалять. Но когда в дальнейшем ученые провели детальные исследования, они выяснили, что еще за пару десятилетий до тираннозавра другой ученый, Эдвард Копп, описал ящера, которого назвал Моноспондил гигас. Был описан только большой дырявый позвонок. Ну, собственно, и название Моноспондилус гигас так и переводится – большой дырявый позвонок. И вот когда этот позвонок детально изучили, оказалось, что этот позвонок принадлежит знаменитому тираннозавру Рексу. Иными словами, тираннозавра Рекса надо упразднить, и вместо него назвать этих древних гигантов Моноспондилус гигас, то есть большой дырявый позвонок. Но, к счастью, на тот момент уже тираннозавр был широко известен. Кроме того, существует еще некоторая оговорка в этом правиле, что если динозавры или другие животные были описаны до начала 20 века, то правило приоритета не стоит придерживаться столь строго. Поэтому все-таки решили закрепить за этим животным более известное и более принятое название тираннозавр Рекс, то есть королевский ящер. Ну, что мы знаем о тираннозавре? Мы знаем, что это очень крупное животное. Длиной оно было до 13 метров по некоторым оценкам. Череп мог достигать более 1,5 метра длиной. Огромные зубы наполняли пасть этого животного. Когда я говорю огромные, это действительно просто невероятные зубы. Скорее всего, они по длине достигали до 30 сантиметров. То есть это такой огромный банан. Вот, загнутый назад, способный разрывать тело своей добычи. Причем каждый зуб был зазубрен. То есть это действительно идеальное оружие, такой нож для разрезания мяса. Вес тираннозавров, скорее всего, достигал по некоторым оценкам 5, а по другим и 8-9 тонн. То есть это было невероятное животное по всем габаритам. Ходило оно, разумеется, на 2 ногах. Хвост у тираннозавра достаточно крупный. И многие, особенно после того, как видели тираннозавра в фильмах, считают, что хвост ему нужен был в первую очередь как орудие для боя. Но если вы посмотрите внимательно на скелет тираннозавров, то увидите, что хвостик-то на самом деле у него достаточно тонкий, что говорит нам о том, что вряд ли они могли им кого-либо ударить. При довольно сильном ударе хвост мог бы просто-напросто сломаться. А для чего что-то нужен большой длинный хвост? Ну, конечно же, для поддержания равновесия. Если спереди у нас огромное тело с огромной пастью, то нужен какой-то противовес, иначе вся эта голова и туловище с высоты 2-го этажа рухнет вниз. Знаете ли, падать вниз со 2-го этажа не очень приятно. Еще, когда мы смотрим на тираннозавра, возникает большой вопрос. Ну, понятно, зачем ему большая голова? Для охоты, для разрывания своей добычи. Но почему у него такие крошечные передние лапы? Лапки у него достигали длины человеческой руки даже меньше. При таком огромном росте. И при этом на этой лапке было всего лишь 2 пальчика. Ну что он мог делать такими лапами? Они даже до морды не доставали. Ну не знаю, мог почесать животик, например. А на самом деле, вначале ученые думали, что эти лапы действительно ему были совсем не нужны. Больше того, они предполагали, что, просматривая древо тираннозавров и смотря, как постепенно лапки уменьшались, они сделали вывод, что, скорее всего, лапы и вовсе бы в конце концов исчезли. Но в дальнейшем детально изучили лапы и изучили места прикрепления мускулатуры и выяснили, что мускулатура была очень мощной. Одной этой своей лапой он мог держать груз более 100 килограммов. То есть взрослого мужчину он спокойно мог бы приподнять и откинуть куда-нибудь в сторону. И вот возникает вопрос, зачем же нужна такая силушка богатырская в таких крошечных лапках? Явно тираннозавр их для чего-то использовал. Но зачем? Тут возникли самые разные предположения. Ну, первое, что все-таки каким-то образом он мог использовать ее для удержания своей добычи, хотя не совсем понятно, как он это делал. Второе предположение, что лапки ему нужны были для любви, и он использовал их во время размножения, для того, чтобы удерживать партнершу или, может быть, как-то ее ласкать. И, наконец, третье предположение, что он эти лапки использовал каждое утро.
для того, чтобы подняться с земли. Ну, действительно, если вы весите 7 тонн, и у вас только задние лапы, то подняться для вас будет достаточно таким экзотическим аттракционом. Вы можете даже сами провести эксперимент, дома лечь на пол и постараться, не используя рук, подняться. Удовольствие будет ниже среднего. И при этом вы не весите 7 тонн. Поэтому, когда у тебя такие габариты, ты будешь мечтать хотя бы о каких-то лапках. И, используя даже такие крошечные лапки, он уже мог опереться о землю, вытянуться и подняться с земли. А говорим мы сегодня с вами о самом знаменитом и самом опасном хищнике прошлого – о тираннозавре Рексе. Итак, мы с вами обсудили, как выглядело это невероятное животное, и также вспомнили некоторых его далеких предков. Ну а теперь давайте поговорим о том, как и где, кстати говоря, это животное жило. В Северной Америке это коренной американец. Были ли какие-то тираннозавры в других местах? Сами по себе тираннозавра Рекса нет, но их близкие родственники, которые выглядели почти что так же, да, были. И в Европе, и в Азии, но о них я поговорю чуть-чуть попозже. А теперь давайте обсудим то, как жили тираннозавры. Во-первых, как они перемещались. Раз они ходили на 2 ногах, то, скорее всего, они, наверное, могли прекрасно бегать. Так думали некоторое время ученые, но судя по его весу, судя по его габаритам, проведя самые детальные исследования, положили, что как бегун он, наверное, все-таки был не очень. По некоторым оценкам он в среднем достигал скорости где-то в 7 км в час. Ну, если мог разогнаться за своей добычей, может быть 20 км в час, может быть даже 40. Но в любом случае, любой наш спринтер мог бы поспорить с скоростью с тираннозавром Рексом. Так что, когда мы видим в спилберговских фильмах, как тираннозавр гонится за автомобилем, это, конечно же, уже на грани научной фантастики. Мог ли он вообще догнать тогда добычу, возникает вопрос. Но стоит не забывать, что и добыча у него была не самая поворотливая. Скорее всего, он охотился на достаточно крупных динозавров, таких как динозавры с огромными рогами, трицератопсы. Или же, скажем, утконосые динозавры, которые достигали веса подчас там в 10, а то и в более тонн. То есть эти ящеры тоже, скорее всего, были отнюдь неповоротливыми. И вполне возможно, что таких животных тираннозавр вполне мог бы догнать. Впрочем, некоторые ученые предполагают, что раз тираннозавр не был особым бегуном, вполне возможно, что он и не был хищником. Действительно, многие считают, что тираннозавр был падальщиком. Помимо довольно низкой скорости, здесь приводят такие аргументы. У тираннозавра отлично был развит нюх. Действительно, у него достаточно крупные ноздри, судя по черепу, и когда изучили его мозг, выяснили, что доля мозга, отвечающая за обоняние, была развита у него невероятно. Но с другой стороны, конечно же, нюх нужен падальщикам для того, чтобы почуять жертву за несколько километров, но и для хищника он весьма неплох. Предполагают, что просто такое крупное животное не могло бы насытиться достаточным количеством свежего мяса. Оно бы тратило бы слишком много энергии на охоту. Он бы просто-напросто в конце концов погиб бы, не смог бы прокормиться. Но у тираннозавра была достаточно низкая скорость обмена веществ. Он был все-таки хладнокровным, и ему не нужно было такое количество мяса, какое, скажем, поедают современные львы. Поэтому вопрос дискуссионный, спорный, но некоторые ученые говорят довольно обтекаемо. Скорее всего, тираннозавр был хищником, но падаль он бы тоже вполне мог бы съесть. Почему бы нет? В пользу того, что тираннозавр был хищником, говорит еще и отлично развитое зрение. Для падальщика оно не особо-то нужно, а вот для хищника как раз очень даже пригодилось бы. И оно не только было достаточно острым, кроме того, оно было объемным, что вообще для динозавров не особо характерно. Но у тираннозавра глаза были расположены так, что оба глаза пересекали друг друга, и таким образом перед носом он получал объемную картинку. Это нужно для того, чтобы идеально рассчитать расстояние до своей жертвы и сделать быстрый бросок, то есть для хищника. Что мы еще знаем о тираннозавре Рексе? Мы знаем, что это животное, как и все другие рептилии, откладывало яйца. При этом находили гнезда тираннозавров, то есть, значит, они не только откладывали яйца, но и, как птицы, организовывали себе какое-то место и, скорее всего, даже охраняли своих детенышей. Вполне возможно, что, несмотря на свой грозный облик, тираннозавры были весьма заботливыми родителями. Вот чего мы не знаем о тираннозавре, так это какого цвета была его кожа. Больше того, мы даже толком не знаем, была ли у него кожа, или возможно, что частично его грубая чешуя была покрыта перьями. Дело в том, что некоторые из родственников тираннозавра, скажем, ютиран, как выяснили, действительно были полностью покрыты нежным пухом. И почему бы подобное не иметь и тираннозавром Рексом? А недавние исследования остатков окаменевшего мяса тираннозавра показали, что белок
его составе очень похож на белок курицы, гораздо больше, чем, скажем, на белок крокодила или ящерицы. Это все наводит на мысль о том, что возможно, что и сам король динозавров тоже был покрыт перьями. Если не целиком, то, по крайней мере, в отдельных местах. Может быть, он, скажем, имел какую-то особую гриву или особые выросты на лапах, которые украшали самцов. Сколько лет жили тираннозавры? Тоже довольно любопытный вопрос. На этот счет мы знаем довольно точный ответ. Самый старый тираннозавр, если можно так выразиться, имел возраст 28 лет. Так что получается, что до особо глубокой старости динозавры, скорее всего, не доживали. По крайней мере, такие крупные, как тираннозавры. При этом, опять же, детальные исследования, которые были проведены, указывают, что половой зрелости они достигали примерно к тому же возрасту, что и люди, где-то к 18 годам. То есть получается, что большинство тираннозавров погибало практически сразу после достижения полового возраста, что, в общем-то, для животных в дикой природе не редкость. Кстати говоря, росли тираннозавры, как и все динозавры, очень быстро, ведь маленькие тираннозаврики вылуплялись примерно размером с курицу. Собственно, и яйца тираннозавра достигали длины примерно 20-25 сантиметров. А крупные особи, как вы помните, обладали длиной в 12 метров. Поэтому, конечно же, они очень быстро росли. Но не всегда равномерно. Первые несколько лет они набирали вес не особо быстро, а вот начиная где-то с возраста 14 до 18 лет они набирали по 600 килограммов за год. С чем связана подобная особенность тираннозавров, науке до конца пока неизвестно. Тираннозавры рексы очень известны в первую очередь за счет художественных фильмов, за счет картин, за счет различных рассказов, книг, ну и в первую очередь за счет знаменитого фильма «Парк юрского периода», где тираннозавр выступил в качестве главного антагониста, самого крупного хищника, нападавшего на главных героев. Но, как мы уже выяснили, возможно, что в этом фильме тираннозавр был показан слишком свирепым, хотя многое было показано и, в общем-то, достаточно правдоподобно. В том числе в фильме была сцена, где тираннозавр пытался разорвать своими зубами автомобиль. И, между прочим, исследования показали, что сила укуса тираннозавра превышала в 15 раз силу укуса льва и в 3 раза силу укуса самого мощного животного гребенчатого крокодила. Поэтому действительно вполне возможно, что тираннозавр мог разрывать своими зубами металл. За счет невероятной популярности тираннозавров многие, даже известные люди, стали охотиться за его окаменелостями. Более того, кости динозавров очень высоко ценятся на аукционах. Даже голливудские звезды иногда сражаются за кости динозавров. Скажем, за череп брата тираннозавра, известного как Тарбозавр, схлестнулись однажды 2 голливудские звезды – Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж. В итоге ставка Кейджа оказалась выше, и череп уехал в особняк Кейджа за какие-то жалкие $270 тысяч. Самое забавное, что через некоторое время возник скандал. Выяснилось, что вполне возможно, что череп был вывезен контрабандным путем из Монголии. В результате череп чуть было не изъяли у несчастного Кейджа. Кстати, а другой динозавр, который также продавался на аукционе в Америке, все-таки был признан контрабандно вывезенным и вернулся на родину. И в честь этого события в Монголии даже организовали свой праздник – День динозавра, который отмечается теперь каждый год. Вообще стоит отметить, что помимо американских тираннозавров, монгольские тарбозавры тоже очень известны, и их популярность набирает обороты. И в том числе недавно вышел даже мультфильм с таким же названием «Тарбозавр», где, как вы догадались, главным героем выступает именно этот ящер. Сами по себе тарбозавры очень мало отличались от тираннозавров рексов, и вообще неопытный человек вряд ли смог бы их различить, разве что мордашка у него была чуть-чуть более узкой. Ну что же, на самом деле о тираннозавре и его семействе можно рассказывать бесконечно. Но на сегодня, думаю, что нашу беседу пора заканчивать. До свидания. С вами был научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович.